Всем доброго дня! Сегодня мы говорим об одной теме, поднятой модератором нашего канала, за что я ему безмерно благодарен. Он часто предлагает довольно интересные вопросы и темы. И в частности, сегодня речь пойдет о применении ножа в качестве оружия. Братцы, сейчас мы поговорим не о том, как работать против ножа. Мы поговорим о том, как используется нож в боевых искусствах и о том, что мы видим в некоторых школах и клубах, и как к этому относиться. В частности, на YouTube мы можем найти какие-то видео, где, скажем, практикуя Танланпай, бойцы еще параллельно с этим практически так же, как рукопашно, изучают и практику работы с ножом. И сразу возникает вопрос, вообще это какая-то традиция, это какое-то специальное что-то, так надо работать, так не надо работать, помогает ли это работе рукопашной и работе вооруженной и так далее. Ну, казалось бы, такие простые вопросы, на которые можно однозначно ответить, но, ребят, не все так просто, мне кажется. Давайте для начала поговорим о том, что такое нож. Собственно, об этом уже говорилось на канале. Нож, вообще-то, это клинок примерно длиной с ваше предплечье. Все остальное это перочинный ножик. И вот, ребят, перочинный ножик ни в одной традиции не считался оружием. И оружием это становится только дополнительным. Когда мы у мушкетера видим какой-нибудь кинжал, когда у нас появляются стилеты какие-то и так далее, но в целом это вспомогательное оружие. Даже Миямото Мусаси, когда говорит о мечах самурайских, он говорит, что есть вот длинный меч, а есть такой вот меч-компаньон, дополнительное оружие. При этом меч-компаньон, о котором идет речь, он, естественно, имел достаточно большую длину клинка. А когда мы говорим о ножах перочинных, еще раз напомню, это не являлось каким-то оружием, а это являлось таким маргинальным средством, которое пускали в ход против безоружных, против вооруженного противника, наверное, с перочинным ножиком выходить. Но это достаточно, наверное, смешно, потешно и скорее годится для клоунской репризы, чем для реального какого-то сражения. Поэтому к этому серьезно никогда нигде никто не относился. И когда мы говорим о традиционных боевых искусствах, в частности о китайских боевых искусствах традиционных, то речь об освоении вот этого карманного такого средства, об освоении перочинного ножика, в общем-то, никогда не велась, этот вопрос не поднимался, потому что каждое рукопашное, даже боевое направление, скажем, в традиционных боевых искусствах Китая, изучалось параллельно с освоением каких-то специальных видов оружия. Там копий, алебард, мечей, я не знаю, кистеней каких-то, ну и прочего подобного. И в этом смысле, конечно, перочинный ножик находился на очень презираемом, я бы сказал, месте и никому был не интересен как оружие. И он у нас выходит как-то на поверхность в качестве чего-то такого привлекательного только тогда, когда ношение таких исторических традиционных видов оружия, а также огнестрельного оружия нового образца становится регламентированным или запрещенным. Вот тогда у нас появляются ножи какие-то, которые должны косить под какие-то хозяйственные. И только тогда мы получаем как раз в клубах такое обращение к этим перочинным ножикам, еще раз, не как к какой-то традиции, а как к использованию подручных средств. Да, действительно, вот этот перочинный ножик является с точки зрения традиции, с точки зрения вообще бойца, продвинутого более или менее бойца, такой ножик является просто подручным средством. Таким же подручным средством, как какая-нибудь палка, как камень, как горлышко бутылки, как отвертка, я не знаю, как что-то, что может оказаться под рукой, ручка какая-нибудь пишущая, например, ну и так далее. В этом смысле, может быть, логично было бы работать и молотками на тренировках, и, я не знаю, чем-то еще таким вот подручным, какой-нибудь ерундой любой. Можно было бы изучать там владение табуреткой, если вы все время рядом с собой имеете табуретку, я не знаю. Но вот изучение вот этого вот перочинного ножика как подручного средства, это скорее дань моде, чем дань традиции. Таким образом, на первую часть вопроса, связанного с освоением вот перочинного ножика на тренировках, я уже ответил. Теперь по поводу работы, такой стилизованной работы ножом. Да, действительно, мы различаем большое количество разных попыток и разных таких потоков, наверное, изучения перочинного ножика и действия им в сети, в клубах различных, школах специально приспособленных и так далее. Существует такое вот ножевое фехтование, исключительно какое-то уже оспортивленное, мало имеющее общего с реальной практикой, но тем не менее вот такое существует. Есть сейчас вот ножевой бой такой спортивный, специальный там и так далее. Есть отдельные самооборонные какие-то клубы,
где изучают и работу против ножа, и работу с ножом. Я не буду комментировать такого рода попытки. Просто скажу, что даже если достигается какая-то статистика 50 на 50, то это плохая статистика, ребят. И если ваши действия не приносят вам гарантированной победы, хотя бы 98%, значит вы занимаетесь не практикой, а просто каким-то хобби. И тем не менее, да, мы наблюдаем клубы, где существует такая стилизованная, специальная, как бы подогнанная работа под те двигательные программы, которые характерны, ну скажем, для Танланпа, о котором уже упоминал. И в этом смысле в руке бойца мог бы с не меньшим успехом оказаться не перочинный ножик, а просто короткая палка, кусок арматуры, там небольшой, прям буквально отпиленный, какой-то гвоздь, например, я не знаю, ручка для письма, более или менее хотя бы прочная, ну и так далее. Что угодно, что напоминало бы длину ножа там и его другие какие-то характеристики. В этом смысле работа перочинным ножом не хуже и не лучше, чем работа любыми другими подручными средствами. И не дает вам каких-то дополнительных еще шансов, кроме, конечно, ощущения того, что вы можете работать и таким средством, и таким средством, и таким, и в том числе, вот, например, перочинным ножом. Хотя в целом работа ими в стилизованной такой работе примерно одинаковая. Кстати, с этой точки зрения вспоминаются даже такие вот фильмы гонконгские опять, когда там и палочками для еды выполняются какие-то боевые действия. И, естественно, западные боевики, когда в качестве подручного средства появляется в руке, там, я не знаю, стул, табуретка уже упомянутая, бутылка, вилка, я не знаю, что угодно. И да, скорее это веяние вот нашего нового времени, невозможности использовать оружие постоянно, хотя в отдельных странах или в отдельных штатах и ношение и применение оружия совершенно легитимным является. В других, например, штатах, если мы говорим о США, оно является легитимным, но не камильфо, чем-то таким не очень хорошим просто, и люди отказываются от собственного права иметь такое оружие, ну скажем, огнестрельное, ну и так далее. А в каких-то странах, в основном тоталитарного характера, ношение, применение огнестрельного оружия регламентируется очень жестко и обычно является некой, ну не то чтобы непозволительной роскошью для населения, но по крайней мере такой роскошью с большими препятствиями. И тогда население, конечно, находит какие-то способы обойти закон и вот носить с собой, например, какие-то ножи якобы хозяйственного такого плана. Результатом такого ношения, и уж тем более применения, может быть достаточно большой срок, потому что помимо того, что вы там совершили, пусть не слишком большое какое-то деяние уголовное, уголовно наказуемое, на вас еще могут списать большое количество других подобных дел, ну и так далее. Да и одно ношение, собственно, без всякого применения для некоторых заканчивается тоже плоховато. Я имею в виду с точки зрения представителей закона. Не с точки зрения закона, а с точки зрения представителей закона. С их стороны я имею в виду. И, конечно, тут очень странные иногда перекосы законодательного плана возникают, когда запрещены какие-то другие средства. Ну, например, есть страны, в которых запрещен кастет. Вообще кастет нельзя даже носить, там, выносить из дома, например, и приобретать его нельзя, например. Но при этом какие-то специфические ножи можно почему-то приобретать и носить. Хотя в качестве подручных средств что угодно у вас может оказаться под рукой, и монтировка, и отвертка, я не знаю, и что угодно еще. И в этом смысле, да, приходится находить какие-то лазейки там в законе, хотя это тоже не очень хорошо кончается в итоге. И, конечно, не спасает население ни от каких бытовых столкновений, а спасает скорее тоталитарную власть от явной потенциальной вооруженности населения. Вот все, что я пока хотел сказать по этому поводу. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить, переходить по ссылкам, обозначенным в описании к этому видео, в том числе по ссылке на плейлисты этого канала, где вы легче найдете информацию, интересующую вас в области боевых искусств. А я вам желаю хороших тренировок.